может быть атмосферней английского паба. Сегодня мы прогуляемся у самый старинный паб Лондона, стены которого помнят еще Чарльза Диккенса, Марка Твена, Артура Конана Дойля. Давайте зайдем в этот паб и попробуем настоящий английский эль. Olde Cheshire Cheese – не просто паб, а настоящая историческая капсула в самом центре Лондона. Снаружи он выглядит скромно, спрятан на узкой улочке между зданиями, но стоит войти внутрь, и ты буквально попадаешь в 17 век. Над входом висит табличка «Rebuilt 1667». Это значит, что паб был восстановлен сразу после Великого Лондонского пожара. Однако история этого места уходит еще дальше. Первый паб здесь существовал еще в 1538 году. А в глубине подвала до сих пор видны фрагменты старого монастыря кармелитов, который стоял здесь в XVIII веке. Внутри паб напоминает старинный лабиринт. Узкие деревянные лестницы, низкие потолки, скрипящие полы и массивные балки, потемневшие от времени и дыма. Света почти нет, только мягкий, теплый свет ламп, создающий атмосферу уюта и тайны. Здесь все пропитано историей. Планировка паба совсем необычная. На первом этаже вас встречает небольшая барная стойка, а слева комната, называется чопрум, одна из самых популярных. Ее название походит от классического английского блюда lamb chop, баранья отбивная, которая здесь традиционно подается с пюре и зеленым горошком. В чопрум массивные столы из темного дерева, камин и старинные портреты на стенах. Дальше идут еще более интересные залы. Один из них – Victorian Room, выполнен в стиле XIX века, со старыми книжными полками, кожаными креслами и портретами писателей. Это уютное место, где легко представить, как Чарльз Диккенс писал заметки для своей очередной книги. Кстати, он действительно был частым гостем здесь, как и Артур Конан Дойл, Марк Твен и многие другие великие писатели. Меню паба заслуживает особого внимания, ведь это гастрономическая классика британской кухни. Здесь можно попробовать пирог с говядиной и почками, приготовленный по старинному рецепту, сосиски с картофельным пюре, политые густой луковой подливкой, сыр, хлеб, соленья и яблоко – традиционный обед сельского рабочего, рыба с картошкой, ростбиф и домашние пудинги завершают картину классической английской трапезы. А эль, сваренный по традициям, хранит вкус истории. Хотя сам паб не варит пиво на месте, но сотрудничает с историческими пивоварнями, такими как Самый из Йоркшира, одной из старейших независимых пивоварен Англии. Пиво поступает по старинным технологиям, без азоции, с выдержкой в дубовых бочках, с насыщенным вкусом и легким фруктовым послевкусием. Здесь вы можете попробовать традиционный английский биттер, подаваемый из дубовых бочек в подвале паба. Этот эль отличается насыщенным вкусом и является фирменным напитком Самый. Также мягкий темный эль с легкими карамельными нотками, ореховый эль с богатым, слегка сладковатым вкусом, плотный саут с выраженным кофейным и шоколадным послевкусием, пшеничное пиво с фруктовыми и пряными оттенками, органический лагер с чистым и освежающим вкусом, легкий лагер с хмелевым ароматом, классический лагер с мягким вкусом, традиционный сидр с насыщенным яблочным вкусом. Подача, конечно же, традиционная – пинты
и полпинты в тяжелых стеклянных кружках. Бармен может рассказать об истории каждого сорта, если вы, конечно, попросите, ведь в этом пабе гордятся своими напитками. Особую славу пабу принес его пернатый обитатель – попугай Полли. Первый попугай, который жил здесь в 20 веке, и прославился он тем, что знал несколько десятков ругательств и очень умело развлекал публику. Попугай стал настолько известным, что после его смерти в 1926 году о нем написали в The Times и еще в 268 газетах по всему миру. А его чучело и сегодня выставлено в пабе. Olde Cheshire Cheese не просто туристическая достопримечательность, это живой памятник, хранящий дух старого Лондона. Здесь можно вообразить себя рядом с Диккенсом, обсуждающим судьбы персонажей, или с конспирирующим политиком времен викторианской эпохи. Многие местные до сих пор приходят сюда не ради атмосферы, а просто выпить в тишине, под низкими потолками, где за века практически ничего не изменилось. Посещение Olde Cheshire Cheese – это не просто визит в паб, это путешествие во времени. Вы спускаетесь по каменным ступенькам в прошлое, где каждый уголок дышит историей, а стакан теплого эля рассказывает свою легенду. Если вы когда-нибудь окажетесь в Лондоне, не проходите мимо. Возможно, вас поприветствует попугай, который знает, кто такой Диккенс, а бармен нальет вам ту же пинту, что и Артуру Конану Дойлю. А сейчас давайте без лишних слов прогуляемся по этому поистине завораживающему месту.
our visitors' books going back to about 1850. Walt Disney drew Mickey Mouse. Alexander James has doodled the Barca. I'm going to be very special to you here. Oh my god. Wow. This one goes back to 1906 on this one. Wow. Yeah. Some beautiful little pictures. Little, references to it. Let's see if I can find another one. Oh, yeah, that's not a bad page. In particular one. This is just before the outbreak of World War I. Well, it's fascinating. That's all right. Thank you. That's okay. Fleet Street was newspaper town. So this is where the world's presses first started up. And in here we've got our printing adverts that we used to put into the newspapers. So 1667, this building burned down. 1666 with the Great Fire of London. 1667, we were rebuilt. Since then, we've had Chesterton, who wrote a lot about our sticky toffee puddings. We've had Mark Twain, who wrote a little travel log about us. Charles Dickens wrote A Year in the Life of London from this building, and he names it in his journal as his favourite pub. And Alfred Lord Tennyson described us as being a little cosy corner in London. Benjamin Franklin passed through these doors, as did Orwell. Most of that happened in the Chop House, as Keats started his Poet Society. Downstairs, we've got the original part of the building, goes back to about 1500. You can see where the Great Fire of London scorched the wooden beams. But in World War II, when they were digging out and looking for air raid shelters, they took over the place next door, which is an old monastery cellar. So this building, the original parts of this building go back as far as about 1240 AD, making us nearly 1,000 years old. That's incredible. Thanks very much. This is an original copy. This is an original copy of A Tale of Two Cities by Charles Dickens. And in here, he says, "This is the pub where Mahone comes to after his visit to the royal courts." As he walks through the alleyway with the cover, walks to the pub under the alleyway with a covered roof. Up here, we have Dr. Johnson's drinking mug, from where a French-speaking man learned English in this pub and wrote the first dictionary in English. Very important corner in the whole of English literature. He's a very important man. Dr. Johnson sat where you are. The first dictionary. Yeah. Wrote the second one. But you know, well, no, the first one wrote A Year in the Life of London. Really? Okay. So you look one. Give me a second, I might need to check. Give me a sec, someone down here. Get me the check. Thank you. Can I have half of one of these, please? Half of this, yes. Okay, so we'll go.
She died around about 1938. I can't remember the date exactly off the top of my head. But she used to fly around the pub free. And she used to sit there. She could mimic many of the customers. She knew 20 different swear words and could mimic a champagne cork going off. But because the Fleet Street's a newspaper town, because this Fleet Street's a newspaper town, all the pressmen used to come into here to receive from their sources the latest story. And they always said, don't tell the story in front of Polly because she'll repeat it to every pressman in the building. So she disappeared for 3 days. She flew away, disappeared for 3 days. London came to a standstill. Everybody in London was trying to hunt Polly. She came back of her own accord, but unfortunately she caught pneumonia. So she died about 2-3 days later, and it was absolutely gutted for the owner. She's another item that's on the deeds. We are not allowed to sell her. We are not allowed to move her. It broke the heart of the owner and the heart of so many people in here. Because when she died, 248 newspapers through the world printed her obituary. She was more famous than rock stars. Yeah, Polly's beautiful, black star.